Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте сегодня немножечко порассуждаем на такую тему, на тему очень интересной игры, очень интересной серии игр, которая называется Assassin's Creed. Assassin's Creed, вы эту игру знаете, эту серию игр знаете, в общем, их очень много, вот. Кому-то серия игр этих нравится, кому-то нет. Вот, вы знаете, я помню, когда еще вышел самый первый Assassin's Creed. Тогда он, конечно, произвел очень такой мощный, очень жесткий фурор, потому что это было что-то новое в своем роде, какое-то новое, ну, знаете, ну, что-то новое и интересное. Вот. Потом со временем они начали этих ассасинов штамповать. Вот. Первый Ассасин про Эцио вышел, потом второй, третий, четвертый, десятый и так далее. Вот. Конечно, да, с каждым годом графика в этой игре улучшалась, сюжет относительно улучшался. Ну, в плане сюжет какой? Сюжет не то, что ты там, что с тобой происходит там в анимусе, вот, а именно за пределами анимуса начали показывать вот эту корпорацию там и так далее, и так далее. Вот, ну и потом это все выродилось в такое, знаете, и события и там происходят, и здесь события происходят, и в анимусе, и не в анимусе, и так далее, и так далее. В общем, игра начала развиваться. Вот, в хорошую или в плохую сторону развиваться стала игра, ну, это, конечно, судить вам. Но и глядя по последним, скажем так, играм этой серии, Ассасинам, игра, конечно, стала прогрессировать и очень сильно. Серия этих игр начала прогрессировать. Вот. Вы знаете, в первого Ассасина я начинал играть, он мне не зашел. Ну вот я вот такой вот человек, он мне не зашел, и дальше, короче, эту серию я пропустил. Ну, не знаю, под впечатлением первого Ассасина, вот, я не стал играть и в остальных. Мне вот эта вот тематика, знаете, вот, мы ассасины, бля, мы сейчас по жопе всем надаем, ну просто не понравилось категорически. Вот это вот, знаете, мне напоминает вот всяческие события, которые проходили в прошлом столетии, и вот вообще отвернула полностью вот от меня этого ассасина. Вот, а знаете еще почему отвернула? Потому что компания Ubisoft, Ubisoft, она до этого выпускала намного интереснее игры, скажем, про паркур, если, конечно, это все объединить, ну вот под этим таким термином паркур. Что я имею в виду? До этого Ubisoft выпускала такие игры, которые назывались Prince of Persia. Я помню, да-да, я еще помню, когда первый «Принц Персии» вышел, вот. Да, я динозавр, да, я помню еще динозавров, честное слово, вот. Когда вышел первый «Принц оф Персия», до этого «Принц оф Персия» был сначала плоский, вот, абсолютно плоский, там их, если я не ошибаюсь, было одна или две части плоских «Принц оф Персия», вот, такие пиксельные игры были, а потом вышла 3D, 3D. Она так и называлась Prince of Persia 3D. Тогда у меня компьютер был, блин, я не помню, какой-то Pentium или первый, или второй, ну, это вообще было в прошлом столетии, вот, это такие бородатые года были, вот, и тогда вот этот вот Prince of Persia 3D у меня не пошел. Ну как, он пошел, но он очень жутко лагал, вот. Я, естественно, расстроился, налички не было, чтобы апгрейд компьютера делать, да и у нас в городе особо эта компьютерная тематика, ну, по части железа, она не развивалась. Ну, может быть, в каких-то городах там больших, там Москва, Сити, там или Питер, конечно, это более быстро прогрессировало. Вот, у нас, конечно, был застой и очень такой махровый застой. Вот. И я, конечно, пропустил эту игру. Ну, потом прошли годы, конечно, там год, два, три, четыре. Вот. И я все-таки сделал апгрейд своего компьютера. И я установил эту игру и поиграл в нее. Но, вы знаете, сюжет такой довольно-таки банальный. Вот, там мухрю, злодей, там принцесса, не принцесса. Ты, короче, тебя в тюрьму сажают. Но чем-то напоминает мне серию игр Elder Scroll. Там тоже почему-то все игры начинаются с тюрьмы. Но это у них фенечка такая. Вот, ну ладно, про Elder Scroll и беседку можно потом поговорить. Но это печальная история. Ну вот, давайте не будем от темы отходить по поводу Ubisoft и Prince of Persia.
Вот. Вы спросите, при чем здесь Принц оф Персия, при чем здесь ассасины? Но это вот, знаете, связующая нить. Этот Ассасин Крид вырос из Принца оф Персия. Потому что Принц Персия, самый первый, он был классный. Он был топчик. Вот. И в нем, вы знаете, был сюжет в этой, ну вот это самом первом Принц оф Персия. Там мухрю, войнушки не войнушки, там были часы такие песочные большие, их, короче, разбили. Вот, ну, это, короче, надо это самое играть, смотреть, вот. И часы разбили, и эти пески времени расползлись по всей крепости, и там принц бегает, короче, всякой херней занимается. Вот. И там в этой игре был паркур. Ну, то есть, вот, ну, что я подразумеваю под словом паркур? Ну, то есть, он там по стенам бегал, там трюки всякие делал. Конечно, на то время это была топовая игра. Вот. Ну, а потом, конечно, эта игра уже начала на второй план уходить, но она была классная. Она действительно была классная. Знаете, залазил тут где-то на сайт Ubisoft, что ли, блин, или еще куда-то какая-то херь залазил. Вот, видел там, значит, они сделали ремастеринг. Ремастеринг Принца оф Персия, самого первого. Я смотрел, цена его что-то там то ли 1200, то ли 2200, но вот должен, если я не ошибаюсь, вот в ближайшие месяцы выйти. Вроде бы в январе 2021 года. Мне понравился старый Принц оф Персия. Вы знаете, я даже подумаю, может быть, вот этот ремастеринг купить. Но это поглядим, это посмотрим. Ну и вот. И после первого Принца Персия он, конечно, выстрелил очень сильно. Вот, он прям был такой зачетный. Таких игр такого рода просто не было. Не было вот этой беготни по стенам, вот эти трюки, всякие кувырки, прыжки, там, ну, вся вот это безобразие, короче. Вот, он выстрелил очень сильно. Прошло какое-то время, и выпустили вторую часть. Вот, вторая часть. Первая часть называлась «Принц оф Персия. Пески времени», вторая часть была названа «Схватка с судьбою», вот, и вторая часть «Принца оф Персии», она была такая брутальная. Она такая уже, если первая часть была такая в светлых тонах, знаете, там желтый, там оранжевый, белый, ну такая всякая херня, короче. Ну вот. То вторая часть уже такая вышла, такая, знаете, брутальная. Там такие преобладали такие темные тона, там черные, красные, такие агрессивные тона. Вот, и она, кстати, тоже была неплохая. И она тоже, кстати, вот, она была прикольная. Честно говоря, я ее не прошел тогда. Ну вот, я бы, конечно, хотел бы сейчас ее пройти. Но, честное слово, если бы они ремастеринг и этой части сделали, а я так думаю, они будут ремастеринг делать, если они эту франшизу, блин, опять запустили, чтобы баблища немножко срубить, то, конечно, можно будет поиграть. Но вообще надо, блин, посмотреть, если продается вот эта старая игра, наверняка в Стиме, вот здесь вот у нас это все есть. Вот. И я ее не прошел, пропустил, но, блин, очень сильно хотелось, конечно, в нее поиграть. Тогда не было вот этих классных магазинов, типа Стима и так далее. Ну, потому что это очень давно было. Вот. Сейчас, конечно, он залез там в Steam или еще куда-то, Ubisoft, там Epic Games, ну, в Origin залез. Origin вообще параша. Вот. Origin это вообще отдельный разговор. Вот. Этот отдельный разговор на целое видео, блин. Вот. А сейчас все есть. Вот. И потом после второй части вышла третья часть. И третья часть, она была заключительная. Вот. И она, кстати, вы знаете, она была лучше всех предыдущих двух частей. Она была такой экшен, вообще там трюки вообще, ну просто топовые были. Вот. Третья часть называлась «Два трона». Ну вот, там у принца было раздвоение личности, и там один принц был хороший, другой злой, там и у каждого своя цель была. И, короче, она, это самое, тоже вышла, и я в нее тем более не поиграл в эту игру. Потому что, блин, тогда ни дисков не продавалось, ни хера. Тогда было, знаете, как там друг придет, там, это сам, вот, прикинь, я, короче... Вот это реальная история. Ко мне товарищ приходит, слушай, прикинь, я, короче, блин, достал диск, там новая игра. Я такой, ну что за новая игра? А мы тогда еще в Diablo в первой играли, в демку. Вот. Я говорю, что за игра прикольная? Он говорит, вот смотри, игра называется Warcraft 3. Я, ох ты, нихера себе. Бляха-муха. И чё?
Говорит, она, короче, была, она трехмерная. Я говорю, как трехмерная? Он говорит, ну так, она 3D, ёпта. Я, блин, ну давай, короче, заходи, будем устанавливать эту игру. Ну и, короче, мы эту игру установили, и, блин, вообще, мы там чуть не обоссались около экрана, потому что мы играли в первые предыдущие Warcraft'ы, они были, ну, плоские, а вот 2D-шные, а это трехмерная вообще, это такие были эмоции, это просто был вообще град эмоций. Вот. Ну, сейчас, конечно, уже такого нету. Вот. Так, по поводу Принцев Персия. Да, вышли, короче, вот эти 3 серии, и потом Ubisoft села и подумала, какого хера? Вроде вот 3 части сделали, блин, 4-ю делать часть как-то стрём, полный стрём. Вот. Ну, они так решили. Там вот посидели, подумали, поклевали. Ну и чё? И в результате сидели, думали и придумали серию игр, которая называется... Тогда они не планировали, наверное, выпускать серию игр, которая уже десятилетиями длится, а тогда просто проект у них был, и они, короче, его сделали, и этот проект назывался Assassin's Creed. Вот, так что вы теперь знаете, что Assassin's Creed вырос из Принца of Persia. Ну и, конечно, Prince of Persia — это мое личное мнение, я не хочу засирать серию Assassin's Creed, потому что фанатов очень много, я уважаю ваше мнение, вам нравится, ради бога, у меня свое мнение, мы все разные люди, вот. И Assassin's Creed вот этот вот пошел, короче, по стране, по глобусу, по нашим компьютерам, и все просто были в восторге. Ну, может быть, да, это какая-то что-то новая жилочка какая-то была, новый сюжет, там будущее, не будущее, вот это генетическая память. Ну и все в таком духе. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Вот, а мы продолжаем. Ну и чё? Потом второй вышел, Assassin's Creed, если я не ошибаюсь, он был про Венецию. Если я ошибаюсь, поправьте меня, напишите в комментариях, что я ошибаюсь. Дорогой ты наш человек, ты ошибаешься. Второй Assassin's Creed был не такой. Вот. Потом третий вышел Assassin's Creed. Ну вот насчет третьего я вам немножечко приврал, я вспомнил. Вот в третий Assassin's Creed я играл. Я его полностью прошел, третий Assassin's Creed. На то время мне понравился он. Вы знаете, там такая тематика была. Там было, если я не ошибаюсь, там было что-то там... Ты за главного героя играл, а он был индейцем. Что-то такое, блин, было. И там, опять же, вот это тамплиеры вот эти вот, потом индейцы эти... не, ассасины вот эти вот, криды, которые... вот, чуть не сказал Егор Крид. Вот. И вот они, вражда у них там, это бла-бла-бла-бла-бла, и, короче, я прошел. Но, вы знаете, тогда мне вот третья часть относительно зашла. Вот. А потом я, короче, забил на это все. Потом я, короче, все забросил это все и не стал больше играть. Вот. И потом вышли, я помню, Black Flag вышел, тоже народ там, короче, от него с ума сходил. Ну, вы знаете, может быть, хорошая игра была. Ну, блин, ну, я не фанат вот этой пиратской тематики. Да, вот эти бои на кораблях, там, да, это интересно, согласен. Но сюжет вот этот, Ассасинов Крид, вот эти темплиеры, эти, блин, ассасины, те хорошие, те плохие, боже мой, вот эта вражда, которая из поколения в поколение идет. Ну, короче, блин, ну не пошло у меня, не пошло. Вот честно вам говорю, не пошло. Не знаю, почему не пошло. Я играл в другие игры. Я залипал в Готику. Готика первая была вообще просто революционная игра. Вот эта компания, вот, Piranha Byte выпустила Готику, когда свою, блин, это вообще было, ну, просто космос. Потом вторая Готика вышла, потом дополнение, потом третья Готика вышла. С третьей они обосрались, короче. Вот, и Assassin's Creed серию я пропустил. Ну вот. Так что вот так вот. И вы знаете, нырнул я в Assassin's Creed уже когда вышел Origin, истоки. То есть его хорошо разрекламировали. То есть вот эта реклама, вот это вот эта человечка этого главного героя, и вот на фоне пирамид. Но было интересно, серьезно. И я, хоть как вот я, ну, не то чтобы не любил эту серию игр, так просто равнодушно относился к ней. Вот, я, конечно, подзалип немножко. Мне понравился вот этот баннер. И я, короче, блин, все-таки решил поставить ее. Ну, я, короче, купил, поставил игру эту.
И вы знаете, мне понравилось. Вот честно вам скажу. Мне понравилось не то, что вот этот Assassin's Creed, там вот эта вражда ихняя, блин, добро и зло, ну вся вот эта параша, короче. Мне понравилось это антураж. Мне понравился антураж игры. Вот у них, короче, вот в ихней серии после вот первых двух частей не было такого классного антуража. Вот, именно антуража, атмосферы. У них не было атмосферности в играх. А вот Origin истоки, он получился такой атмосферный очень. Блин, ну и там прикольно было. Можно на пирамиду было залезть, там туда-сюда, на коне скакать, там, ну и все. Вот в таком духе. И я прошел ее, да. И, честно говоря, не жалею. Мне понравилось. Но я прошел именно ну, вот основную кампанию. Да, там вот персонаж Баек, вот там сына его убили, и вот он вот этим всем мерзавцам, короче, мстил. Ну вот. Ну, сюжет банальный, я согласен, вот, но антураж в игре охеренный, просто охеренный антураж, блин, вот честное слово. Прошел. А потом, короче, я еще установил дополнение. Там дополнение какое-то было, но оно такое относительно большое дополнение было. Вот, и я начал, короче, играть в это дополнение. Ну и что вы думаете? И, короче, дополнение начинается с того, что вот, блядь, мы ассасины, мы всем сейчас... Короче, наваляем, понимаете, что вот мы крутые. Боже мой, бля, какая херня. Я тогда подумал, ну сделайте, ну чё вот это пафос, вот этот вот, они вот на вот этой херне решили сыграть вот в этом дополнении, и мне вообще не понравилось. И я даже перестал играть в это дополнение. Я нахер оно, короче. И я дополнение в истоках не прошел. Оно мне не понравилось с самого начала, блин. Вот, так что вот так вот. Ну, а потом, ну, потом меня бомбануло. Вот, бомбануло вообще по-жесткому очень. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы продолжаем. Чё меня бомбануло? Я вам скажу. Меня бомбануло, когда я увидел постеры, только постеры Assassin's Creed Odyssey. Бля, это вообще, это был пипец какой-то, блин. Почему меня бомбануло, вы спросите? Бомбануло, потому что я с самой школы просто фанатею от греческой мифологии. Мне греческая мифология просто, блин, вообще аж выворачивает нахер. Вот. Всегда любил ее и до сих пор люблю, ничего не поменялось. Не знаю почему. Ну вот. И когда я увидел эти постеры, я понял, это пипец полный, блин. Игра, по крайней мере для меня, будет вообще просто топчик. Ну и время шло, постеров все становилось больше, мне становилось дурнее от этой всей херни. Вот. Ну и потом в конечном итоге дело получилось так, что игра вышла. Вот, я видосов насмотрелся на ютубе, блин, думаю, ёпаный свет, а у меня денег нету купить эту игру. Ну тогда, когда она вот вышла, только вышла, она, конечно, ну, они, скоты, специально так делают. Они, как вот хорошая игра выходит, они сразу цены делают заоблачные на, допустим, на игру на самом. Там на всякие штучки, фигурки, хирурги. И, короче, стригут бабло вот на этой тематике. Вот. И очень дорого было. Ну, очень дорого было для меня. Для кого-то, может, это недорого было, но для меня очень дорого было. Вот. И я, короче, игру не купил. Вот. А мой знакомый, коллега по работе, он, короче, купил эту игру. Вот. Ну, у человека были деньги. Вот. Он купил эту игру, играл там в нее, мне там рассказывал, да ты чё там, ты лошара там, ну и все в таком духе. Ну вот. Я ему говорю, слушай, вот, дай мне, короче, он собрался в отпуск ехать. Там в отпуск что-то там на 2 месяца. Я говорю, слушай, давай это самое, дай мне аккаунт свой, ты будешь в отпуске, а я поиграю пока. Но он такой человек, в принципе, не отказал мне, не выделывался, ничего. Конечно, спасибо ему за это. То, что отнесся с пониманием ко мне и к моей проблеме. Вот, он дал мне аккаунт свой, да, и я, короче, 2 месяца играл в Одиссею. Блять, это такая охеренная игра. Вот, вы знаете, мне очень понравилась Одиссея. Ну, блядь, ну вообще, ну слов нету, хочется материться вообще. Даже сейчас вот я с удовольствием бы сел бы и поиграл бы в нее. Она классная, действительно. Но
Не знаю, вот может быть для кого-то она не классная, а вот для меня она классная. Я выражаю свое мнение. Она, во-первых, графика там охеренная, там поединки нормальные, там поединки, не придумывайте ничего. То, что там поединки такие нормальные поединки. Для игры такого жанра, это же вам, блядь, не файтинг какой-то, а где там фаталити, хералити. Нет, это просто игра такого жанра. Вот, нормальные поединки там. Там и мечом рубиться можно, и луком стрелять можно, там и щитом. Не, щита вроде там не было. Да, щитов там не было. Вот, и оружием отбиваться можно, то есть контратаку делать. Нормально, чё вы придумываете всякую херню, не надо придираться к игре. Вот. Но самое классное в этой игре это вот именно атмосфера. В этой игре атмосфера бомбическая, просто бомбическая. Ты вот, знаете, вот просто попадаешь в Грецию, просто в Грецию попадаешь. Вот эта вот вся херня, архитектура, острова, там не острова, ну все, короче, все в таком духе. Мне очень понравилось. Я, короче, играл в эту игру 3 раза. Вот я 3 раза ее проходил, 2 раза, ну, как бы, по хорошей линии, то есть по доброй, 1 раз по плохой. Конечно, по плохой мне не понравилось. Ну, там такая резня жесткая, мне не понравилось. Вот, и вы знаете, что мне еще очень понравилось в этой игре? То, что здесь нету вот этого дерьмища, которое вот именуется Assassin's Creed. Здесь нету вот этих темплиеров, блядь, здесь нету этих ассасинов, вот, ну и все в таком духе. Вы знаете, я высказываю свое личное мнение, я не претендую на эталонность его, вот, мое мнение, я просто то, что вот думаю, то, что чувствую относительно этой игры, то и говорю. Вот, мне это понравилось. Вообще, я вам скажу, Одиссея сама по себе это не Assassin's Creed абсолютно. Там даже нету этого парашного выкидного кинжала. Ну, вот, серьезно. Там вот есть копье Леонида, обрубок, вот, и все. И там, если кого-то штыркнуть надо, то вот персонаж, главный герой там, ты или за Алексиуса играешь, или за Кассандру, вот он этим копьем и орудует. Вот. И вот это мне понравилось. Честно говоря, вы знаете, эту игру можно было и не называть Assassin's Creed, потому что она вообще, она другая абсолютная игра. Вот, там Assassin's Creed и не пахнет. Вот. Там вот, вы знаете, для чего они назвали ее Assassin's Creed? Это, наверное, ну, вот, это уже раскрученный бренд. Это как BMW, там какая-то там Mercedes, там Макдональдс. Вот это Assassin's Creed, это в мире игр, это просто раскрученный бренд. И поэтому, естественно, нахера что-то новое придумывать, чтобы народ это самое с нехотью брал это все. Вот, и они просто влепили Assassin's Creed, Odyssey, ну и все, и поехали. И игра, короче, сорвала куш. Ну, в этой игре, конечно, много недостатков есть. Я согласен с вами, недостатков, ну, просто дохерища. Вот, допустим, проблемы с шмотом. Ну, в каком плане проблем? Там этого шмота, блин, хоть жопа ешь, блин. Вот. Вот это я считаю не проработано очень. Вот это со шмотом вот этим. Вот не надо было столько вот это оружие, хируржие, вот это шмота, не шмота. Надо было это как-то, ну как в Ориджине было сделать, в истоках. То есть как бы за всю игру ты там 3 шмота мог получить или 4. Ну я могу ошибаться. Поправьте меня, напишите в комментариях насчет истоков. Может быть я ошибаюсь. Вот. А тут же напердолили, блядь, этого шмота. Ну просто хоть жопа ешь-то. Да ужас какой-то. Не надо было это делать. Вот это я считаю недостаток игры. Но какой еще недостаток игры? Ну, на относительно слабых компах игра тормозит. Да, тормозит она, конечно, подтормаживает жестко. Но что вы хотите, блин, открытый мир. Открытый мир, там, блин, до хера всего. Надо, конечно, компьютер помощнее. Ну вот, ну и много всяких таких мелочевок, таких, знаете, ну не то чтобы неприятных, но просто как бы, ну видишь это. Когда ты, допустим, первый раз играешь в эту игру, то, конечно, ты их не видишь, эти недостатки. А когда уже второй раз, третий уже играешь в нее, то, конечно, эти недостатки, они замечаются. Очень мне понравилась в игре мифология. Вот. Мифология, вот это очень понравилось. Блин, ну просто классно, молодцы. Очень понравилось то, что ты встречаешься с историческими личностями. Допустим, там Сократ, Гиппократ, ну и многие другие. Ну, прикольно. Очень классно в этой игре, что она полностью на русском языке. Полностью на русском языке. Даже кто-то там где-то пукнул, и то пукнул на русском языке. Вот это мне очень понравилось. Так что вот так вот.
Так, а что по поводу дополнений? Вот, там, короче, мелкие дополнения не буду брать, вот, там вообще ни о чем. Какой-то шмот, какие-то текстуры, ну, это херня все. По поводу дополнений, вышло два дополнения, вот. Дополнение, первое дополнение, если я не ошибаюсь, было что-то там, история первого клинка, ну, что-то такое. А второе дополнение было Атлантида, ну, что-то с этим связано. Вот, честно говоря, не помню точно название, вот. По поводу первого, ну, вот это вот про клинок этот, да, вы знаете, мне так, 50 на 50 понравилось это дополнение. Вот, оно опять возвращает, блядь, нас к этим ассасинам. Вот. Мне оно так, ну, не сильно зашло, честно вам скажу. Вот, оно, конечно, хорошо сделано, относительно неплохой сюжет. Там замешали в это дополнение персов. Вот. Ну, неплохо, неплохо, я согласен. Но опять вот эта банальщина, вот это с этими ассасинами, ну, блин. Ну, честно говоря, 50 на 50, даже меньше, где-то 30 на 70, вот так вот. Вот. По поводу второго дополнения. Второе дополнение мне вообще очень понравилось. Оно было классное. Вот, там вот большой, очень сильный упор был сделан на мифологию. Вот, именно греческую мифологию, там Персифона, там Аида, там Посейдон, ну и все в таком духе. Вот, оно мне понравилось. Оно, честно говоря, немножко жесткое. Ну, не то чтобы прям сильно жесткое, но там такие моменты есть некоторые, они довольно-таки неприятные. Вот, они даже не то чтобы неприятные, они отвратительные. Вот. А так, в общем, если вот брать, допустим, это дополнение, оно мне понравилось. Оно хорошее, вот, оно интересно и прикольно. Ну, что я хочу вам сказать. В общем, из «Принца Персии» мы докатились до «Одиссея». Но сейчас вот вышло еще одно дополнение, блядь. Что говорю? Вот, сейчас вышла, скажем так, новая серия ассасинов. Ну, вышла новая часть Assassin's Creed, которая называется Вальгалла. Ой, вы знаете, блин, она дорогущая, вот честно скажу. На Sony PlayStation, на 4, если ее брать, то можно вообще без трусов остаться. Ну вот, это там, вы знаете, я ценник посмотрел в сторисе, да и так там с мобилки на их не зашел сайт, там посмотрел, блин, ну вы что, народ, вы что, с ума сошли, что ли, блин? Мы и так, блядь, хлебом тут давимся, а вы еще такие цены залупляете. Ну, это ужас какой-то, блин. Ну, совесть надо же иметь какой-то. Уже последние деньги из нас вытряхивают, блин. В общем, очень дорого, очень дорого. Ну, как вариант, но это я вам про приставку говорю. На приставке на Соньке очень дорого. Как вариант, я вам говорю, можно взять на компьютер. На компьютер, конечно, она подешевле. Вот, на компьютер, если я не ошибаюсь, стандарт Edition стоит, стандартная версия 2500. Вот. А там Gold Edition 4 с чем-то стоит, 4200 что ли. А Ultimate Edition, ну, побольше там, стоит она 5 что ли тысяч. Ну, вот. С ценами могу не угадать, точно не могу вам сказать, но на компьютер она, конечно, дешевле, однозначно дешевле. Вот, по поводу самой игры, и что я хочу сказать. Я, конечно, блин, люблю, скажем так, скандинавскую мифологию. Она мне нравится тоже. Ну, как бы греческая мне больше нравится, чем скандинавская, но скандинавская она тоже прикольная. Вот есть там свои нюансы, есть такие темы разные, там Один, не Один, там Локи и так далее. Вот, в Мстителях это все опошлили. Один, не Один, и вот эту всю херню. В Мстителях мне вот это вот вообще ни хера ничего не понравилось. Вот. А вот в игре я не видел этого еще. То есть вот эту мифологию. Я как бы, ну как не видел, я и не играл в эту самую в новую часть. Потому что как бы, ну я ж нищий, блин. Вот, и у меня нету денег купить это все безобразие. Вот. Хоть, блин, и донат открывай на сайте, блин, чтобы сбросились нищеброду, блин, на Вальгалу. Ну, это шутка. Ну, вот. Посмотрел я, конечно, много роликов про Вальгалу. Ну, что я вам могу сказать? Конечно, я не играл в нее, я еще раз говорю, я не играл в нее. Вот. И я сужу чисто по роликам. Я могу ошибаться. Вот. Мои впечатления такие, то что, ну, игра по графической части, конечно, сделана классно.
там видно, что разработчики старались и довольно-таки сильно старались. Там вот текстуры классные, там модели классные, вот эти лица вот изрисованные все и так далее. Но только вот в обычной жизни у викинги не носили вот эту боевую раскраску постоянно. То есть я думаю, когда что-то случалось, война не война, они, короче, раскрашивались, утыкивались топорами, мечами, кинжалами и щитами и, короче, и шли в бой. Но в жизни, конечно, у них такого не было. Это уже, блин, издержки игры. Вот, это уже такая помпизна какая-то херовая. Блин, мне вот это не нравится. Вот. Что еще по игре? Вы знаете, в игре, как я говорю, графика хорошая. Потом я смотрел, как они общаются. Вот, то есть, допустим, два персонажа, какой-то диалог идет, они там общаются, лица их не показывают. Я выражу свое мнение по этому поводу. Мне не понравилась их мимика. Вот, она какая-то, блин, топорная, эта мимика. И знаете, что еще? Я вот, допустим, играл в Одиссею, да, и вот этих всех персонажей с Одиссеи я, конечно, помню, в большей или меньшей степени. Вот. И я очень помню, я когда за Кассандру играл, вот у нее коса была на левое или на правое плечо вот так спущена. В этой игре то же самое. То есть, как бы, они просто взяли модель, допустим, той же Кассандры или еще, ну да, наверное, Кассандры, и, короче, ее переделали, там уши добавили, нос увеличили, губы больше сделали или меньше, там волосы покрасили, и впендюрили в этих викингов такую же модель Кассандры. Мне вот это не понравилось, потому что, допустим, в Одиссею я 3 раза уже играл, но может быть и еще буду, не может быть, а точно буду играть. И вот это я уже все досконально помню, что да как. И мне не понравилось это. То есть они просто взяли, короче, модельки из прошлой серии игры, допилили эти модельки, ну, там, переодели их, короче, и впихнули, короче, в новую игру, в Вальгалу. Вот это мне не понравилось. Я это вижу. Я просто вижу это, вот честное слово. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы продолжаем. Ну, что еще в Вальгале? Ну, по поводу вот этой Вальгалы, да, что я вот из видосов, которые есть на ютубе, какой я сделал вывод. Вы знаете, мне очень сильно, ну, просто до усрачки, до обсера не понравились в игре некоторые моменты. Эти моменты, ну, я не буду говорить вам, какие моменты, вот, ну, это такой щепетильный вопрос и так далее. Эти моменты перечеркнули все мое желание, я хочу вот нормально сформулировать, все мое желание купить игру. Вот я хотел купить эту игру, то есть как бы я хотел отвалить там 4500 или около этого за Gold Edition. Вот, посмотрев ролики, я вообще категорически решил для себя, что я не буду брать эту игру, я не буду за эту игру платить деньги. Вот, я же вам говорю, не понравились мне 2 момента очень щепетильных, из-за которых я просто категорически отказался покупать эту игру. Вот. Так что вот так вот. И я решил для себя, что я не буду играть в эту игру. Вот. Так что вот такие я выводы сделал после просмотров роликов. Ну, ролики там же были такие. Там и боевка была, там и диалоги были, ну и многое другое. Я много роликов посмотрел. Вот. Ну, а так, конечно, спасибо разработчикам за то, что сделали, скажем так, еще одну штампованную игру Assassin's Creed. Вот, это, блин, просто штамповка. Они просто взяли модельки с Одиссеи и, короче, влепили в эту Вальгалу, перекрасили, перепилили, что-то там гвоздиками подбили, и у нас вуаля получается Скандинавия. Но это мое мнение, я уже вам говорил, мое мнение не эталонное, оно может отличаться от вашего, я просто высказываю свою точку зрения. Так что вот так вот. Вот, и вот так вот мы пробежались немножечко по серии Assassin's Creed, вот, немножко зацепили Prince of Persia, я просто вам хотел рассказать, откуда вылезла вот эта вся история с этим Assassin's Creed. Вот, так что вот так, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх,
оставляйте свои комментарии, обязательно высказывайте свое мнение в комментариях. Вот, я хочу услышать ваше мнение по поводу Вальгаллы. Вот, очень интересно послушать людей, которые играли, играют или будут играть в эту игру, потому что, ну, новая игра, есть что обсуждать, есть о чем разговаривать. Пожалуйста, пишите свои комментарии, буду по возможности отвечать и довольно-таки быстро. Вот, так что вот так вот. Очень жду ваших комментариев, очень жду от вас хороших комментариев, очень хороших. Ну, если у вас херовое настроение, ну, тогда пишите херовые комментарии. А если хорошие, пишите хорошие. Все, всем пока. Увидимся с вами в следующих сериях.